Сейчас мне 27. И я сижу в своем кабинете, и кондиционер гудит так тихо, что этот звук можно принять за тишину. На мне пиджак, который стоит больше, чем весь дом моей бабушки в деревне, а на столе лежит договор. Я вычитываю его уже 40 минут. Мой партнер напротив начинает нервничать. Он постукивает дорогой ручкой по столу, но мне плевать. Я не поставлю подпись, пока не пойму смысл каждой запятой, потому что я знаю цену ошибки. Я знаю, что бывает, когда ты веришь улыбкам, а не документам. Я поднимаю глаза и вижу в отражении оконного стекла женщину с жестким взглядом. Но за этим отражением прячется другая, та, которой было 22 года. Наивная дурочка Катя с русой косой, которая приехала покорять Москву и думала, что мир ждет ее с распростертыми объятиями. Я ненавижу ту Катю. И я плачу по ней каждую ночь. Эта история не о том, как я стала успешной. К черту успех. Это история о том, как я выжила, когда меня превратили в вещь. И началась она по-настоящему не тогда, когда я спустилась в тот подвал, а тогда, когда я из него вышла. Дверь отделения полиции захлопнулась за нами с тяжелым металлическим лязгом. Этот звук я помню до сих пор. Он не звучал как свобода. Он звучал как приговор. Дальше сами. Мы стояли на крыльце, я и Ленка. Две оборванные, грязные тени на фоне сияющей, равнодушной Москвы. Было начало ноября. Мерзкая, пронизывающая сырость, от которой не спасала наша жалкая одежда. На мне была куртка на 2 размера больше, которую я стащила с вешалки в подсобке перед побегом, а на ногах — кроссовки с почти отвалившейся подошвой. В руках я сжимала бумажку. Временное удостоверение личности. Справка. Мой паспорт остался у хозяина, у того самого добродушного дядечки, который 3 месяца назад обещал нам золотые горы, работу фасовщицами элитного чая и общежитие европейского типа. «Кать!» — голос Ленки дрожал. Она прижималась ко мне плечом, и я чувствовала, как ее колотит крупная дрожь. «Кать, куда мы теперь?» Я посмотрела на бумажку в своих руках. Чернила дешевой печати слегка расплылись от влажности моих пальцев. Екатерина Андреевна, 1994 года рождения. Это все, что у меня осталось. Я — это листок формата А4. «Не знаю», — ответила я. Голос был чужим, хриплым, каркающим. Мы почти не разговаривали последние недели там, в цеху. За разговоры штрафовали, за разговоры били. «Они нас найдут», — прошептала Ленка, озираясь по сторонам. Ее глаза бегали, сканируя прохожих, машины, темные углы. «Зря мы ушли. Надо было терпеть. Он же сказал, что из-под земли достанет». «Заткнись», — резко сказала я. «Просто заткнись». Мы написали заявление. «И что?» — Ленка всхлипнула. «Ты видела глаза этого мента? Ему плевать. Он смотрел на нас, как на бомжих. Он, небось, сам им и позвонит сейчас». Я знала, что она права. Дежурный принимал заявление с таким видом, будто мы отвлекаем его от спасения мира, а не просим защиты от рабства. «Паспорта забрали? Сами отдали. Денег не платили? Гражданско-правовые отношения. Идите в суд. Удерживали силой? Ну вы же вышли, значит, не так уж и держали». Он записал все лениво, выдал эти справки и выставил нас на улицу. Для системы мы были не жертвами, мы были мусором, статистической погрешностью. Я сделала глубокий вдох. Воздух пах выхлопными газами, мокрым асфальтом и чужими духами. Но в нем не было запаха плесени и хлорки. Это был воздух свободы, и он обжигал легкие холодом. «Идем», — скомандовала я, хватая Ленку за рукав. «Куда?» «Подальше отсюда». Мы шли быстро, почти бежали. Я постоянно оглядывалась.
Каждый черный джип казался машиной хозяина. Каждый коренастый мужчина в кожаной куртке напоминал надсмотрщика Рустама. Мое тело, привыкшее за 3 месяца вздрагивать от каждого резкого звука, было натянуто как струна. Спина горела. Мне казалось, что я чувствую на ней перекрестие прицела. Это сейчас я понимаю. Никому мы особо не были нужны. 2 провинциальные дуры, отработанный материал. На наше место завтра приедет еще десяток таких же Кать и Ленок с вокзала, поверивших объявлению на столбе. Но тогда страх был животным. Он был липким. Он тек по позвоночнику холодным потом. Мы дошли до какой-то станции метро. Яркие огни, толпы людей. Все куда-то спешат, уткнувшись в телефоны. Красивые, чистые, пахнущие кофе и уверенностью. Я смотрела на них и чувствовала ненависть. Они не знали, что в 3 кварталах отсюда, в подвале жилого дома, люди спят на картонках и работают по 18 часов за еду. Они не знали, каково это, когда у тебя забирают имя. «Я есть хочу», — тихо сказала Ленка. Желудок скрутило спазмом при одном упоминании еды. Последний раз мы ели вчера утром, пустую кашу на воде. У меня в кармане, зашитом изнутри булавкой, лежала смятая купюра — 500 рублей. Это было мое сокровище. Я нашла эти деньги на полу в цеху, когда подметала, и чудом успела спрятать в носок до обыска. 3 недели я ходила по лезвию ножа, зная, что если найдут, забьют. Но я хранила их на этот самый случай. Мы подошли к ларьку с шаурмой и хот-догами. Запах жареного мяса и дешевого кетчупа ударил в нос так сильно, что у меня закружилась голова. 2 хот-дога, самых дешевых, сказала я продавцу, стараясь не смотреть ему в глаза. 280, буркнул он, не отрываясь от телефона. Я протянула свои 500 рублей дрожащей рукой. Мне казалось, он сейчас закричит: «Воровка! Откуда деньги?» Но он просто швырнул сдачу на металлический прилавок. 2 монеты по 10 рублей и 2 бумажки по 100. Мы отошли к скамейке в сквере. Я вгрызлась в булку. Это была самая вкусная еда в моей жизни. Дешевая сосиска, состоящая наполовину из сои, наполовину из туалетной бумаги, залитая майонезом. Но это был вкус моего выбора. Я купила это сама. Ленка ела и плакала. Майонез смешивался со слезами на ее щеках. «Кать, давай позвоним маме», — заныла она, проглотив последний кусок. «Попросим денег на билет. Я не могу так. Я домой хочу». Меня передернуло. Домой. В нашу деревню под Рязанью. Я вспомнила, как уезжала. Гордая, в новом платье. Я еду в Москву. Я буду работать в крупной компании. Вы тут гните спины на огородах, а я человеком стану. Мать плакала, отец хмурился, соседи завидовали. Вернуться сейчас? Без паспорта? В этой грязной куртке? Рассказать всем, что меня, такую умную и хитрую, развели как последнюю лохушку? Что меня держали в рабстве? В деревне новости разлетаются быстрее ветра. Через час все будут знать, что Катька вернулась. И начнутся шепотки. «Ой, да знаем мы, кем она там работала. В рабстве, ага, конечно. На панели она стояла, вот и выперли». Или еще хуже — жалость. Липкая, унизительная жалость. Бедная девочка, не по зубам ей город оказался. Нет. Я сжала кулаки так, что ногти впились в ладони. Боль отрезвляла. «Мы не поедем домой», — отрезала я. Тон был таким жестким, что Ленка поперхнулась воздухом. «Почему? Мы же погибнем тут, нам спать негде. Если вернемся, мы уже погибли. Только морально. Я не вернусь туда побитой собакой. Слышишь? Не вернусь». А что делать? Ленка смотрела на меня с ужасом. Она всегда была ведомой.
И там, в цеху, она выжила только потому, что я делилась с ней пайкой и закрывала собой от гнева надсмотрщицы. Искать работу, искать жилье. «Без паспорта?» — Ленка истерически хохотнула. «Кто нас возьмет? Только такие же, как они». Я огляделась. На столбе рядом со скамейкой висело яркое объявление. Желтая бумага, черные жирные буквы. Работа. Вахта. Жилье и питание бесплатно. Берем без опыта и документов. Меня затошнило. Физически. К горлу подкатил ком из только что съеденного хот-дога. Буквы плясали перед глазами. Именно такое объявление я сорвала 3 месяца назад на вокзале. Жилье бесплатно. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Но тогда я думала, что я особенная мышь, которая съест сыр и не попадется. Теперь эти слова «жилье бесплатно» вызывали у меня паническую атаку. Я знала, что за ними стоит. Двухъярусные нары в душной комнате без окон. Отсутствие ручек на дверях изнутри. Охранник на входе. И работа, работа, работа. Пока не упадешь. «Нет», — прошептала я. «По таким объявлениям мы больше не звоним. Никогда». «А куда тогда?» Ленка уже тряслась от холода. Темнело. Москва зажигала свои красивые огни, которые для нас были холодными, как свет в морге. Будем искать сами. Ходить ногами, заходить в каждое кафе, в каждый магазин, проситься мыть полы, таскать ящики, убирать мусор. За наличные. И каждый вечер уходить. Никакого жилья от работодателя. А сегодня где спать? Это был главный вопрос. Денег 220 рублей. Этого не хватит даже на самый вшивый хостел. Вокзал? Опасно. Там полиция проверяет документы. Увидят наши справки, начнут задавать вопросы или, что еще хуже, сдадут обратно хозяевам за мзду. Я слышала о таком. Полиция часто кормится с таких цехов. «В подъезде», — решила я. «Найдем дом без консьержки, поднимемся на последний этаж, к чердаку, там теплее». Мы встали и побрели в спальные районы. Я шла и училась смотреть на город по-новому. Раньше я видела витрины, красивые платья, смеющихся людей. Теперь я видела только опасности и укрытия. Вот арка. Там темно, могут ударить по голове. Вот камера на подъезде. Лучше обойти. Вот полицейская машина. Свернуть во двор. Я сканировала пространство, как загнанный зверь. Моя наивность умирала в муках, корчась от холода и страха. Та Катя, которая любила романы о любви и верила в добро, осталась там, в подвале, прикованная страхом к батарее. Новая Катя училась быть невидимой. Мы нашли старую 9-этажку. Домофон не работал, кто-то вырвал магнит. Мы шмыгнули внутрь, стараясь не хлопать дверью. Лифт не вызывали, слишком громко. Пешком на 9-й этаж, задыхаясь, стараясь не шаркать ногами. На площадке между 9-м этажом и выходом на крышу было пыльно и пахло кошачьей мочой. Но там было сухо. И там была батарея. Чуть теплая, но все же. Мы постелили газеты, которые набрали из почтовых ящиков внизу. Я прижалась спиной к теплой трубе. Ленка легла, положив голову мне на колени, и мгновенно отключилась. Организм выключился от стресса, а я не спала. Я сидела в темноте, сжимая в кармане складной ножик, который стащила вместе с курткой. Он был тупой и маленький, им разве что карандаши точить. Но с ним я чувствовала себя не в безопасности, нет. В безопасности я не чувствовала себя больше никогда. Но с ним я чувствовала, что я не вещь. Вещи не носят ножи. Я слушала звуки дома. Шум лифта, чьи-то шаги. Ссору соседей за дверью. Где-то плакал ребенок. Обычная жизнь обычных людей. Они были за стеной, в тепле, на мягких диванах.
Нас разделяла всего лишь одна кирпичная кладка, но на самом деле пропасть. Я закрыла глаза и дала себе слово. Первое слово в моей новой жизни. Я никогда больше не буду зависеть от кого-то. Я сгрызу этот город зубами, но я буду стоять на вершине. И никто, слышите, никто больше не посмеет забрать мой паспорт.